Всем здорово. Думаю, у многих такая проблема. По крайней мере, я переискал весь интернет и ничего не нашел, ни одного решения. Купили газонокосилку, она новая, и получается 1 сезон. И проблема в том, что у нее тупо застревают колеса. Начинает копать на мокрой траве, неважно, в общем. Даже если какая-то там легкая роса, еще что-то, все какой-то небольшой рельеф, она начинает закапываться. Как закапываться? На одном месте начинает буксовать. В общем, искал я разными путями решение этой проблемы. Ничего вменяемого, естественно, нету. Да, в принципе, нигде, ни на иностранном сегменте, ни на нашем. Непонятно. Начал думать, прикидывать, что можно сделать. Была сначала идея поменять ей колеса, полностью купить новый комплект, кинуть, и чтобы уже наверняка, получается, был какой-то хотя бы протектор. Они же, получается, пластик, даже не накачивается. И, собственно, начал смотреть колеса. Ничего тоже нет хорошего вообще в продаже. Абсолютно ничего. В общем, пришла одна интересная идея. Взять просто клапов, как собственно, здесь. Это был первый тест. Как раз надо было достричь в тех местах, где, в общем, такая себе поверхность. Я потом покажу, где. И решил, в общем, через такой промежуток кинуть клапов. В общем, сейчас я их покажу. И, собственно, загоняем их шуруповертом. Покажу тоже, как это все делается. В принципе, тут самое важное оставить определенный, скажем так, угол. Не угол в плане, а выступа. Оставляем выступ. Не до конца их закручиваю, тоже все покажу. И, собственно, реально это скажем, технология помогло, просто поменяла в корне, возможности косилки. Она вообще полностью гребет теперь, как я не знаю, как на полном приводе. Перед я уже не стал забивать, думал, конечно, полностью сделать. Но мне не хватило до саморезов, я их докупил сейчас, этих клапов. Сейчас будем делать вместе с вами. Покажу в итоге, как она едет по поверхности, где она обычно всегда зарывается. Прям 9 из 10 случаев она просто стоит и ждет, пока начнем пинать и раскачивать. Так что сейчас начнем, и, собственно, будет уже итоговый результат. В общем, первым делом покупаем таких клапов. Именно этого размера, не длинные, а именно короткие. Это самые короткие, что есть. Они идеально подходят. И ведь именно шляпа эта здоровая, она дает как раз эффект зацепа. В общем, сейчас я покажу наглядно, как это все полностью закручивается. В общем, распаковываем, берем себе сразу жменю саморезов, берем голову обычную плюсовую. И, собственно, кто еще так не сделал, сначала делаете просто между, получается, таким расстоянием. А дальше уже начинается самое интересное. Можно сделать эффект шашки. К примеру, так делаем. Мы делаем отступ. Обязательно отступ, чтобы он был равномерный. Покажи отступ, да. Чтобы он был не до конца закручен. Также сейчас возьмем, сделаем еще где-нибудь в этом же месте, я не знаю. Можно, может быть, так кинуть, попробовать. Или, может, сюда. В общем, не важно здесь особо. Сам факт, эффект работает изумительно. Попробуем сюда. Даже много. Делаем на уровень стен. Чтобы у нас было плюс-минус так. Дальше перекручиваем и повторяем еще раз. Первое колесо готово. Выглядит примерно так. В общем, отлично. Типа такой маломайский протектор. Не скажется это прям на том, что она будет уродовать траву, но она будет себя выкапывать просто с любого бугра. Покажу реально уже эффект, когда сделаю.
Так, ну что, все, как видите, готово. Небольшой получился протектор. Хорошо, что колеса пластиковые, реально можно делать что угодно. Будем заводить. Сейчас сразу продемонстрирую. Она тоже уже отстояла свое. Так. Ну все, сейчас поработает. Немножко на холостых покажу, как это действие. Но тоже самый большой тест могу показать уже чуть позже. Сегодня не полезем туда. Ну вот, получается то же самое. Здесь лютый подъем. Попробуем его взять сразу. На пузо села, как бы тут понятно, что она чисто на пузе сидит. Колеса даже не цепляют. Немного поможем. Все. Пошла, просто вперед летит. Никаких проблем не будет, точно с травой. Но потом покажем на более хардкорном тесте на другом участке. Но здесь она вообще не чувствует. Когда она на пузо не сядет, это в третьем режиме, ну очень низко как бы для нее. Вообще рвет. Очень прикольно, реально прикольно. Вон даже поснимем. Вот здесь она всегда как бы садилась, все, и у нее колеса крутились. Но ей пофиг, в принципе, да. Поэтому я считаю, очень годно, реально. Колеса оправдывают себя на 100%, пользуйтесь. Но самый хард-тест это будет чуть позже, обязательно покажу. Ну вот, для примера, трава, которую примерно около месяца, наверное, не косили, косилка уже утопает, плюс-минус. Короче, смотрим просто, что она не буксует, а сразу идет. Подсними здесь. То есть вот, сразу она стоит, и она начинает копать. Наверное, видно, да? Вот она начинает копать под себя. За счет того, что шипы есть. И сразу же выезжает с этой ямы. Что очень прикольно. А трава почти выше ее, короче, нормально. В общем, как-то так.